Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить клубничный рулет. Это яркий десерт и по вкусу, и по цвету, с очень нежным воздушным коржом. Это простой рецепт, к тому же низкокалорийный. Первым делом нужно измельчить клубнику в пюре. Понадобится 210 грамм клубники. В этом рулете очень важно, чтобы клубника была свежая и вкусная. В ПП-десертах мы не пользуемся сахаром, ароматизаторами для улучшения вкуса, не маскируем таким образом неидеальные вкусы ягод. У нас нет таких помощников, как, например, сливки, которые создают объемный вкус с любыми исходными продуктами. Поэтому сочная вкусная ягода – это основа для идеального результата. Измельчаем клубнику с помощью блендера в пюре. Дальше нужно разделить 4 яйца на белки и желтки. Желтки отправляем в пюре, а белки в сухую обезжиренную чашу. Ни грамма желтка не должно попасть к белкам. К пюре и желткам добавляем также 20 грамм любого жидкого масла, у меня арахисовое. И тщательно размешиваем венчиком. Сюда же всыпаем 50 грамм муки. У меня здесь смесь рисовой цельнозерновой и муки зеленой гречки. Я выбрала самые светлые виды муки из имеющихся, чтобы оставить цвет рулета максимально ярким. Добавляем 5 грамм кукурузного крахмала. Крахмал поможет сделать корж более гибким. 6 грамм подсластителя и 4 грамма разрыхлителя. Размешиваем все ингредиенты до однородности. К белкам добавляем 1 грамм ксантановой камеди. Если у вас нет камеди, добавьте 70 грамм эритрита, измельченного в пудру, или натурального сиропа без сахара. Взбиваем белки на средней скорости до твердых пиков. Как только вы видите, что белок хорошо держит форму, значит пора остановить взбивание. Соединяем нашу клубничную смесь с пышной белковой массой, добавляя порциями белок и каждый раз аккуратно вымешивая. Соединяем обе массы полностью. Перемешиваем лопаткой движениями снизу вверх. У меня на канале уже есть рецепт яркого тыквенного рулета. Он имеет схожее приготовление, но там используются другие виды муки, и тесто получается оранжевое, тоже очень красиво. Оставлю для вас ссылку в описании под видео. Вот такое пушистое нежное тесто у нас получается. Выкладываем его на противень, распределяем ровным слоем. В этом рецепте обязательно нужно использовать силиконовый или тефлоновый коврик, к которому точно не прилипает выпечка. Отправляем в разогретую до 160 градусов Цельсия духовку на 15 минут. За это время как раз можно приготовить крем. Соединяем 600 грамм рикотты, 10 грамм подсластителя и пол чайной ложки натурального экстракта ванили. Смешиваем в гладкую массу. Рикотта бывает разная, какую-то для гладкости достаточно промешать лопаткой, какую-то необходимо пробивать блендером. У меня сегодня мягкая, поэтому я просто перемешиваю. Так как в рулете у нас много клубники, а она обладает очень ярким, самодостаточным вкусом, я решила не мудрить с кремом. Как видите, он довольно простой, но при этом вкусный. Этот крем очень мягкий и нежный, он отлично подойдет и в рулет, и для его декора. Осталось подготовить клубнику. Для начинки я нарезаю ее мелкими кусочками. Ягодки красивой формы откладываем для декора. Кстати, если вы планируете подавать рулет не в тот же день, то не стоит класть в начинку свежие ягоды. Их обязательно нужно подвергнуть термической обработке. Около 150 грамм клубники идет в начинку и около 100 грамм в декор. Готовность коржа можно проверить зубочисткой. Не дожидайтесь, пока он начнет румяниться, желательно вынуть его из духовки сразу в момент готовности. Таким образом, корж сохранит и свою мягкость, и свой цвет. Еще горячий корж я вместе с ковриком переворачиваю на другой коврик и аккуратно снимаю верхний коврик. Когда корж пропечен, коврик легко отходит. Оставляю корж остывать на несколько минут между двумя ковриками. Потом переворачиваем корж снова вместе с ковриками, чтобы он не порвался. И можно наносить крем. Распределяем его ровным слоем. Примерно 2 см с каждой стороны оставляем без крема. Выкладываем нарезанную клубнику
Я выкладываю рядами, чтобы в каждом кусочке рулета гарантированно попалось достаточно клубники. Перед скручиванием положите под край коврика подложку, тогда рулет сразу ляжет ровно на нее. Закручиваем рулет. Очень удобно скручивать с помощью силиконового коврика. Он фиксирует ваш рулет по всей длине, а руками в это время можно подгибать и выравнивать. Слегка прижимайте рулет, чтобы он плотно соединялся с кремом. Перекатываем на подложку так, чтобы шов оказался внизу. Вытаскиваем коврик. Укрываем рулет пищевой пленкой в контакт. И уже в пленке можно постараться придать рулету нужную форму, если есть какие-то неровности. Отправляем в холодильник на 4-5 часов для идеальной пропитки. Рулет настоялся. Снимаем пленку, срезаем неровные края, декорируем кремом и ягодами. Все крайне просто, но ягоды всегда делают десерт нарядным. Это очень яркий рулет и по вкусу, и по цвету. Насыщенный клубничный вкус здесь и в бисквите, и в начинке, и в декоре. И его прекрасно подчеркивает нежный ванильный крем. Отдельно хочу рассказать про потрясающую мягкость коржа. Он очень нежный, воздушный и при этом совершенно не сухой. Яркий, легкий десерт, потрясающе клубничный. Он, безусловно, понравился всем своим простым и понятным вкусом. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. И спасибо за лайк. Пока!